Заработал $37 за час на арбитраже криптовалют. Купил токен на Gate, зашортил его на MEX, и пока другие листали мемчики, что-то там торговали, инвестировали, я уже забрал прибыль и закрыл сделку. Как это делается? Погнали, сейчас расскажу. Перед началом разбора сделки нужно понять, как находить такие вот арбитражные возможности между спотом и фьючерсами. У нас, кстати, на канале есть видосики про спот и фьючерс арбитраж, поэтому обязательно их тоже посмотрите. Нам понадобится инструмент, который называется арбитраж сканер. Где его найти? Ссылочка находится в описании нашего профиля. Заходите на YouTube, нажимаете еще. Здесь находится ссылочка на арбитраж сканер, также ссылочка на наш телеграм-канал и на бирже, которыми мы пользуемся. Поэтому переходите и используйте арбитраж сканер. Это один из самых лучших инструментов по арбитражу криптовалют. Почему? Погнали, сейчас расскажу. Во-первых, чтобы находить такие спот плюс фьючерс арбитраж возможности, мы заходим во вкладку арбитраж products, арбитраж perpetuals, и здесь нас встречает такой вот скринер. Здесь мы можем настроить, как мы хотим, сколько у нас депозит, какой мы хотим профит, разные другие биржи, где мы хотим покупать, продавать. И все это можно здесь детально настроить. И внизу нам выдаются сделки. Нам показывается биржа, на которой мы покупаем. Вот Buy Exchange, биржа, здесь мы покупаем. И Sell Exchange, там где мы шортим. И это все у нас отображается, также показывается профит, который вы заработаете. Вот 1,5%, 2,5%, 2,8%. Это все уже отображается и за вас посчитано. Вам не нужно ничего вручную считать, потому что здесь уже все есть. Поэтому арбитраж сканер это must-have инструмент для тех, кто пользуется арбитражом криптовалют. А теперь погнали к разбору сделки. Буду рассказывать на примере токена Dave, так я его покупал и шортил. И что я сделал? Я зашел на Gate, так как там цена была ниже, поэтому я покупал на Gate по цене 0,663. И одновременно с этим на Мексе цена была выше на фьючерсах, а как мы знаем, что фьючерс стремится к спотовой цене, и там на Мексе была цена 0,682. То есть, соответственно, цена выше, и она стремится к спотовой. И я открыл шорт на Мексе. Одновременно вот я купил на Гейте, и одновременно с этим открыл шорт на Мексе. Итого у нас спред практически 3%, а точнее 2,87. Спустя буквально час я уже увидел профит и начал закрывать позицию. Сейчас вам покажу, как я начал закрывать позицию. Я начал постепенно продавать токен на Gate и на Мексе покупать токен, потому что я открывал шорт, и, соответственно, чтобы закрывать шорт, нам нужно покупать. Поэтому я закрываю шорт тоже постепенно по 100 монеток Dave, потому что ликвидности было мало. И как вы видите, я по 100 монеток продавал, вот смотрел на стакан, то есть мы смотрим на стакан сверху, так как мы закрываем шорт, мы покупаем, и нам нужно смотреть на стакан продаж. И он находится сверху красным цветом. И я постепенно по 100 токенов Dave продавал в стакан по цене 0,649. Тем самым забираю профит. И также на гейте я тоже постепенно закрывал позицию. То есть мы должны одновременно закрыть и гейт, и MEX. Если такая ситуация случается, как у меня, потому что мне без нюансов обошлось, я не смог закрыть сразу позицию, и мне пришлось постепенно лимитками закрывать. Вы должны делать точно так же. То есть, если вы нажмете по маркету, вы видели, что стакан достаточно пустой на бирже MEX. Ордера там по $100, и это очень мало. А у меня позиция на $2000, мне нужно закрыть как-то. Поэтому нужно лимитками постепенно закрывать позицию. Если я просто продам по маркету, то у меня все лимитки соберутся, и я продам по невыгодной цене, и мой спред, который был изначально 3%, он станет куда гораздо меньше, и заработаем мы, соответственно, меньше. Поэтому постепенно лимитками закрываем позицию. Что на гейте, что на мексе. Но на гейте ситуация чуть получше, тут уже есть побольше ордера. И есть вот как раз таки один такой покупатель, который может сразу принять 5000 токенов, поэтому ему можно сразу скинуть все наши монеты. Еще я заметил такую фишку, что кто-то тоже арбитражил данный токен, и он тоже постепенно по 100 токенов продавал вместе со мной. Это тоже, кстати, усложняет, так как есть другие арбитражники, они тоже хотят забрать профит. Но неважно, я поставил цену чуть-чуть меньше, начал снова покупать токен Dave на Мексе, чтобы закрыть свою шортовую позицию. На Gate.io я тоже постепенно вот по 100 токенов Dave начинаю продавать в стакан. Лимитками, важно, лимитками. Но из-за резкого изменения цены, то есть цена резко упала, и моя лимитка не сработала, поэтому сейчас будем искать нового покупателя, который заберет наши токены Dave. В этом деле главное не спешите постепенно продавать позицию. Потихоньку на Gate продали на 100 токенов, и на MEX вернулись, тоже продали на 100 токенов, точнее купили, так как у нас шорт. В стакане появился большой покупатель, поэтому я решаю сразу все токены продать по 0.639, то есть выбираю эту цену лимиткой, продавать все и продаю все. И у нас покупатель, который был в стакане, купил все наши токены. Отлично, на Gate мы закрыли позицию, теперь продолжаем закрывать позицию на MEX. Также постепенно по 100 мы закрываем, потому что если посмотреть на стакан, тут небольшие ордера, вот видите, по 87 монет, по 248, по 129. То есть если я просто продам по маркету, эти все ордера заберутся, и моя позиция закроется невыгодно. Поэтому постепенно мы закрываем нашу шортовую позицию на Мексе. В этом деле главное не спешить и смотреть за стаканом, за ликвидностью, потому что если сейчас цена резко улетит, то мы вообще не сможем нормально закрыть позицию. Поэтому мы закрываемся лимитками. Нам осталось продать токенов на 1200, на 1100 уже, и я постепенно так вот лимитками по 100 токенов продаю. Естественно, если у вас большая позиция, вы зашли в такой не совсем ликвидный токен, то вам придется еще дольше ее продавать. Мне это все заняло около 5 минут продать свою позицию. Да, это долго, но терпение окупается. Ну и все, у нас остается финальные 100 токенов, мы их продаем и успешно закрываем нашу фьючерсную позицию на Мексе. Итого, гейт мы закрыли, Мекс закрыли, и давайте посчитаем, сколько получилась прибыль с данного круга. Также нам еще немножко фандинга упало. То есть, если был фандинг побольше, то мы могли бы еще и на фандинге заработать. То есть мы шортили, а так как токен много лонгует, фандинг положительный, и лонгисты платят шортистам. В итоге давайте подведем все расчеты. Итоговый депозит, который я использовал в этой сделке, это около $4000.
долларов. Спред по сделке был 2,87, ну около 3%. И сейчас давайте подсчитаем, сколько получилось в итоге забрать спреда и сколько вообще получилось забрать денег. Проведя расчеты, мы видим, что сделка принесла 36 долларов 87 центов, что достаточно таки неплохо. Это спред около 1%, а если быть точнее, то 0,92. Кто не знает, что такое спред, это разница между ценами спота и фьючерса, либо токеном на одной бирже и другой бирже. То есть спред это разница в цене. И как мы видели, в данном случае, в этом примере, мы обошлись не без нюансов, то есть мы не смогли сразу закрыть позицию, нам пришлось постепенно лимитками закрывать. На гейте нам еще повезло, там нашелся крупный покупатель, мы сразу все токены свои продали. А на мексе нам пришлось постепенно по 100 токенов закрывать позицию. Поэтому тоже всегда обращайте внимание на стакан и никогда не продавайте по маркету, потому что вы можете сильно цену помпануть, и ваша сделка в итоге, все, что вы там сидели час, ждали вашу прибыль, она просто аннулируется. Поэтому важно следить за стаканом и затем, есть ли покупатели на данный токен. Такие сделки это там не супер иксы, но это стабильный с минимальными рисками доход. Через арбитраж сканер ищите такие возможности и стабильно себе зарабатываете 1-2% на депозит. Иногда сделки бывают больше, соответственно, как вы видели, из-за волатильности рынка сделка вначале была около 3% спреда, в итоге она закрылась в 1%, но все равно прибыль в 37 долларов за час это отличный результат. Поэтому пользуйтесь арбитраж сканером. Но если вы хотите больше таких разборов сделок, то пишите об этом в комментариях, мне будет интересно почитать. Ставьте лайк этому видосику, делитесь всеми друзьями, смотрите наши прошлые видео на канале, у нас много полезного контента про арбитраж криптовалют. Если вам интересна эта тема, то обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами увидимся уже в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!